Со своей женой я знаком со школьной скамьи, учились вместе с 5 класса и вместе заканчивали школу. На выпускном вечере я даже признался ей в любви, но взаимности от нее не получил. Я после этого очень сильно ушел в себя, и знакомство с девушками у меня ушло на второй план. Я поступил в университет и ударился в учебу, даже получил красный диплом по окончанию. Когда учился в университете, то каждый год ходил в школу на встречу выпускников, в надежде увидеть свою первую любовь, она не приходила. Кто-то из друзей сказал мне, что она уехала жить и учиться в другой город. После университета мне повезло, и я практически сразу нашел хорошую работу, карьера стремительно пошла в гору, и через 3 года я уже был начальником участка на своем предприятии. Естественно, в течение этого времени у меня были какие-то отношения с девушками, но все было не то, потому что где-то в глубине моего сердца была она, та самая единственная первая любовь. И вот, придя в школу на очередную встречу выпускников, я не поверил своим глазам, перед мной была она, в моей груди что-то затрепетало. После встречи мы с бывшими одноклассниками решили продолжить общение в кафе, она пошла с нами. Там мы разговорились, она сказала мне, что после учебы у нее с работой что-то не задалось, и она решила вернуться в родной город. Во время беседы между нами вспыхли чувства, и я понял, что больше не могу ее потерять. Мы стали встречаться, я был на седьмом небе от счастья, а потом я предложил ей стать моей женой, и она согласилась. Жить стали у меня в квартире, которую я снимал в центре города. Зарплата позволяла мне безбедно содержать нас, и я сказал ей, чтобы она не торопилась с поиском работы. В принципе, меня устраивало, что жена домохозяйка, в доме всегда будет вкусная свежая еда, чистота и порядок. Первое время все было хорошо, а потом я стал замечать, что когда я прихожу с работы, она все время уставшая и практически не уделяет мне внимания. У меня закрались сомнения, а вдруг она не любит меня и стала моей женой из-за денег. Я, конечно, постоянно отбрасывал эти дурные мысли из головы, но когда это стало продолжаться постоянно, то я решил, что нужно выяснить, что происходит, но чтобы не было скандала. Да может, я и вообще не прав, установил в квартире скрытую камеру, которую заказал с Китая. Камера была очень маленькая, и когда жена была в душе, незаметно прикрепил ее внутри квартиры. Просматривать видео можно онлайн с телефона, и когда я ушел на работу, то сначала не решался открыть и проследить за женой, а вдруг там-то, что разобьет мне сердце. Преодолев свои эмоции, я все-таки открыл телефон и включил онлайн-просмотр, чтобы узнать, почему же супруга постоянно уставшая, когда я прихожу с работы. То, что я увидел, просто сразило меня наповал, на моих глазах навернулись слезы. Я в течение всего дня смотрел, что делает моя жена, и оказалось, что я был неправ. Она целый день с утра и до вечера практически не садилась отдохнуть: уборка, стирка, готовка, потом сходила за продуктами и принесла 2 тяжелых пакета, а ближе к вечеру она присела лишь для того, чтобы навести макияж и встретить меня с работы. Как же я был неправ, после работы я забрал жену из дома, купил ей шикарный букет цветов и отвез в дорогой ресторан, где все рассказал, и к моей неожиданности она лишь улыбнулась и поцеловала меня, сказав, что я лучшее, что было в ее жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.